Исследователи университета штата Огайо провели детальный анализ образцов керна льда, извлеченных из ледяных полей, расположенных на величественной вершине горы Килиманджаро в Танзании. По итогам этих находок стало очевидно, что за 11-тысячную летнюю историю полей произошли 3 катастрофические засухи, одна из которых совпала с библейской историей Иосифа, происходившей 3600 лет назад. Эта работа была осуществлена в 2000 году, когда исследователи, изучавшие скорость таяния льда на вершине Танзанийской горы, впервые создали важные климатические данные для всей африканского континента. При этом они извлекли образцы керна льда, которые содержали ценнейшую экологическую информацию, охватывающую почти 12 тысяч лет. Собранные образцы ледяных кернов, которые не являются обычными останками, были подвергнуты всестороннему анализу и подробно описаны в исследовании, опубликованном в журнале Science от 18 октября 2002 года, и в нем были охарактеризованы 3 катастрофические засухи в регионе, одна из которых совпала с предполагаемой засухой, описанной в истории Джозефа. Хотя находки предоставляют некоторые доказательства того, что события, описанные в Библии, действительно имели место, они не подтверждают существование Джозефа или его пророческих снов, что вызывает интерес и дополнительные вопросы для дальнейших исследований. Также важно отметить, что на месте отбора проб ледяного керна не было обнаружено никаких человеческих, антропологических или археологических останков, что подчеркивает необычность этой находки и важность исследовательской работы. Образцы керна льда играют жизненно важную роль в понимании истории нашей планеты и в восстановлении климатических условий прошлого. Климатические события, охватывающие тысячелетия, записываются в слоях льда во многом так же, как годичные кольца деревьев рисуют ясную картину условий окружающей среды, существовавших во время их роста и развития. По мере накопления слоев льда и снега на протяжении тысячелетий, твердые частицы, пузырьки кислорода и растворенные химические вещества, захваченные снегом, становятся частью льда, создавая уникальную летопись климатических условий. Слои льда накапливаются в течение сезонов и лет, формируя запись климатических условий на момент их образования, включая накопление снега, определенные местные температуры, химический состав атмосферы, включая концентрации парниковых газов, вулканическую активность и солнечную активность, пояснил на своем веб-сайте Центр Айскор Национального научного фонда, который не был непосредственно связан с текущим исследованием. В 2000 году исследователи из университета штата Огайо извлекли 6 образцов керна, которые были взяты из 3 уменьшающихся ледяных полей на вершине Килиманджаро, находящейся на буровой площадке, расположенной на высоте более 19300 футов. Это место они назвали последней возможностью для получения данных о ледяном керне для понимания африканского климата. В частности, ученые планировали внимательно искать химические маркеры во льду. В данном случае это всплеск содержания изотопа хлор-36, который является радиоактивным остатком от испытаний ядерной бомбы в 1950-х годах, и который ученые используют для калибровки исторических записей во льде. Подобный шип был найден и в Южной Америке, и в Китае, что подтверждает целостность собранных данных и их значимость для изучения. После калибровки временных рамок образцов исследователи обнаружили, что тропические ледники, из которых были извлечены образцы, начали формироваться 11700 лет назад, что подчеркивает их древность и важность. Они также обнаружили химические и атмосферные свидетельства 3 катастрофических засух, которые произошли в 8300,
5200 и 4000 лет назад. При этом последняя характеризовалась видимым слоем пыли, который отмечал 300-летнюю засуху в регионе, описанном в знаковой книге «Бытия». Эта история из Библии повествует о Джозефе, который был сыном богатого человека по имени Иаков. Отец подарил своему любимцу Джозефу яркое пальто, которое пользовалось бы значительным авторитетом в мире, где красить яркие ткани было делом весьма затратным. Братья Джозефа заподозрили, что отец предпочитает сына, что привело их к зависти. И в конце концов они захватили и продали Джозефа в рабство. Сообщается, что после долгих лет рабства и пребывания в тюрьме Джозеф приобрел репутацию толкователя снов и вскоре заявил фараону Египта, что за 7 годами изобилия на земле последуют 7 лет голода. Эта предсказательная способность в конечном итоге привела к его роли ключевого советника фараона, что делает историю Джозефа поистине захватывающей. Хотя на данный момент не существует археологических свидетельств или письменных записей, которые бы подтвердили библейский рассказ о Джозефе, на момент публикации своего исследования BBC предположила, что образцы ледяных кернов могут подтвердить, что засуха действительно имела место примерно 4 тысячелетия назад. Время, которое соотносится с историей Иосифа, которая, по прогнозам, произошла около 3600 лет назад. Это открытие дает ученым ценную информацию о нашем прошлом и позволяет им связать древние сценарии с современными климатическими данными. Дорогие друзья, если вам действительно понравилось это видео, не забудьте поставить свой лайк, а также подписаться на наш канал, где вы найдете еще много интересного и увлекательного контента, который сможет расширить ваше представление о мире и разнообразии научных открытий. Ваш интерес и поддержка очень важны для нас, и мы будем рады продолжать радовать вас новыми видеоматериалами.